Про альфа-бета прототип рассказал вот этот тип, и релиз он полный обсудил. И теперь опять пришел, игры новые я нашел, вовсе ничего не упустил. Hide and Seek, Secret Neighbor и Guest. Много же игр тут есть. Но релиз Heaven 2, это прям жесть. С первой части игры мы разобрались в прошлом ролике, так давайте же посчитаем, сколько всего есть версий игры у франшизы Hello Neighbor. Версия, представленная на DevGam, прототип, 5 альф, 3 беты, Hello Bandy, релиз, Hide and Seek альфа, демо, релиз, Secret Neighbor бета, релиз, Secret Neighbor бета Roblox, Hello Neighbor Diaries, Hello Guest прототип, альфа 1, Hello Neighbor 2, альфа 1, альфа 1.5, Hello Neighbor бета, демо, релиз, Hello Engineer демо, релиз и Hello Neighbor VR. Совсем. Да уж, работы будет много. Но чем быстрее начнем, тем быстрее устанем. Поэтому погнали! Каково ваше мнение по отношению ко второй части игры Hello Neighbor? Скажу тебе прямо, я ее терпеть не могу и вообще все, что с ней связано. Так вы же сейчас в ней находитесь, а? Черт! Надо поменять фон на что-то менее отвратительное. О, другое дело. Так, это мой обзор, и я выбираю здесь фон. Об игре. Спустя год после релиза первой части выходит приквел, рассказывающий историю семьи соседа до событий основной игры. И вот с этой игрой возникли какие-то странные дела. Во-первых, игра стоит больше, чем оригинал, хотя она явно не того же уровня, что и первая часть. Во-вторых, она выходит только в Epic Games, а в Steam лишь спустя еще год, из-за чего многие ютуберы просто пропустили эту игру. Зачем это надо было делать? Доподлинно неизвестно. Ну и в-третьих, из игры будто вырезали часть контента. Почти в каждом этапе можно найти вещь, которая в игре не нужна или не реализована. В игре мы играем за дочь соседа в мире детского воображения. Наша задача – собирать игрушки, которые наш добрый брат, прям как добрый жук, будет у нас отнимать. Я бы вам еще долго рассказал о всех тонкостях геймплея, если бы было еще хоть что-нибудь рассказать. И это все? Ну, да. Что за отстой? И это еще продают дороже оригинала. Лучше бы поиграли в новый мобильный... Так, ты что, придурок? Нам за рекламу не платили. Второе видео на канале. Чего ты хочешь? Кушать хочу. Для этого у канала есть Boosty, где все желающие могут помочь автору не умереть голодной смертью. Но никто денег нам не даст, если ролики будут выходить слишком долго, поэтому заткнись и не мешай мне работать. Сюжет пряток мы обсудим чуть позже, а сейчас настало время Secret Neighbor. Все началось с первого трейлера, который назывался Hello Neighbor Battleground и имел в себе... Вау, ух ты, у нас неожиданная находка. В декабре 2017 года проходило мероприятие LADMDR, в котором разработчики создают небольшие игры за пару дней. Одной из таких игр стала Betrayal at Mansion. Многопользовательская игра, в которой вы с друзьями должны найти все нужные артефакты и бросить их в котел, чтобы победить. Но один из вас оборотень, задача которого поймать все тик-таки. После этого Tiny Build, как обычно, пригляделись, заглянулись и взяли студию Holograph под свое крыло. Затем появляется идея с Battleground, которая перерастает в Secret Neighbor. И с этой игрой опять проблемы. Но в этот раз проблемы с игроками. В каждой третьей катке вы найдете либо читера, который появляется из ниоткуда с криком «Кока-кола из пола!» и ты сразу же проигрываешь. Либо школьника, у которого настолько плохой микрофон, что из ушей идет не только кровь, но и все органы. Либо донатера, который ведет себя как читер и орет как школьник. В этом ключе даже Betrayal at Mansion лучше того Secret Neighbor, что есть сейчас. Что-то старт этого видео не очень. Тогда давайте начнем со старта Hello Neighbor 2. В конце 2019 года в новогоднем обновлении Secret Neighbor в игре появился ребус с картинами, который вел на сайт с запароленным архивом. Но, конечно же, великий хакер всея сосед Greenhouse разгадал пароль, и всему свету предстал прототип Hello Guest. Это первая игра, в которой появился гость. Он же Ворон, он же Каркарыч, он же «Отстань, чё тебе от меня надо». В этот раз мы играем в парке развлечений за сторожа, который должен охранять парк от нашествия вандалов и другой нечисти. Теперь у нас есть ограничения по времени и по здоровью. Чем больше нервов испытывает главный герой, тем сильнее у него геморрой.
По истечении времени или рассудка наступает утро, и нам дают выбор: либо пойти на следующую смену, либо устроить себе шопинг. В магазине можно купить себе различные предметы, от ингаляторов до канистр с бензином. Задача игрока, фиг догадаешься, запустить генератор, питающий аттракцион с вагонеткой, прокатиться по нему и разбить стену, за которой находится метеостанция. Не успели за отведенное время? Получайте 250 тысяч тонн тротила. Через полгода, в 2020-м, уже более официально выходит HoloGuest Alpha 1. И вау, это что? Выбор персонажа? А это разные катсцены для персонажей? И разные концовки? Ну, тут я могу только сказать пока всем этим нововведениям, так как больше их мы не увидим. Как и Беатрикс, как и Человека в шляпе, как и Магазина, как и... Ладно. По сути, это версия-эксперимент. В ней появилось много того, что будет в релизной версии. Но есть и много того, что, к сожалению, дальше этой игры никуда не ушло. Разработчики готовят таинственный стрим и попутно Tiny Build выкупают Dynamic Pixels и переименовывают ее в Eerie Guest Studios. Переименовывают ее в Спустя всего месяц выходит первая альфа Hello Neighbor 2, и наконец нам дают не какие-то абстрактные цели, а четко и ясно говорят, что тебе нужно пробраться на чердак в доме соседа. Только вот там не сосед, а знакомый нам птиц-неберклякер. Вот так вот, теперь не отколупнетесь. А вот ему-то разработчики добавили физику рэгдолла, с которой связана половина всех багов в игре. Поэтому от этой вещи отказались. Игра получилась до жути кривой, как и ее сестра Альфа 1.5, в которой изменили только дом, катсцены, загадки и добавили хэллоуинской тематики. После этого идет затишье на 1,5 года, прежде чем выходит Hello Neighbor 2 бета. И вот в ней, заметно сразу, появилась музыка во время геймплея. В первой части, да и вообще во всех предыдущих играх, вы зачастую оставались наедине с собой и тараканами в голове. А тут, наконец-то, мы можем параллельно слушать и различные композиции. И вот вы можете все что угодно говорить про вторую часть, про первую, про всю франшизу в целом. Но что музыка в этих играх хороша, это ни единая душа спорить не может. Наконец-то главным антагонистом опять является сосед. Но у него есть и помощники. Широкий мэр, кряхтящий дед, батя Флинта Локвуда и Емеля. У каждого свои локации, и все эти локации связаны ребусами, которые в конце концов приведут нас... А вы ждите полную версию, чтобы узнать. И, подождав еще немного, после демо-версии, которая по сути является кастрированной версией полной игры, 7 декабря 2022 года выходит Hello Neighbor 2. Которая повторяет участь первой, только в 5 раз хуже. Обещания не выполнены, половина контента вырезана, сюжета нет, анонсированных персонажей нет, не анонсированных тоже нет, искусственный интеллект тупой, DLC мусор, про баги вообще уже никто ничего не говорит. Терпение фанатов кончилось. Каждый, кому не лень, сделал ролик о том, какая же Hello Neighbor 2 плохая. И хотите знать мое честное, неподкупное мнение? Я эту игру просто... люблю. Люблю, как и абсолютно каждую игру этой франшизы. Ведь если посмотреть на вторую часть так же, как и на первую, то есть не пялиться на общую картинку, а заглянуть внутрь, то можно увидеть красоту данной игры. Текстурки наконец не мыльные, у игры появился баланс между чрезмерной мультяшностью и реализмом, появились визуальные подсказки, анимация вообще благодать. В игре есть настройка RTX, которая ей по сути не нужна, ведь у игры и так есть все отражения и лучи. Для решения загадок не нужно быть вангой, игру не забрасывают, а продолжают ее улучшать и добавлять новые вещи. Ничего нового из сюжета не узнали? А что там узнавать-то? Все и так уже все
А, я же еще не рассказал о событиях Hide and Seek. Ну, тогда слушайте. В городе Вороньи Ручьи жила обычная семья Питерсона. Теодор, его жена Диана, дочь Мия и сын Аарон. Брат с сестрой очень любили играть в прятки и могли целый день убить за этой игрой. Как-то раз Теодор со своей женой, как обычно, отправились на машине по делам, оставив детей одних. Но тот день стал отправной точкой. Теодор отделался лишь испугом, а вот Диана получила слишком много травм, несовместимых с жизнью, и в госпитале она покинула этот мир. В тот день изменилось все. Глава семейства был сломлен, а Аарон, скрывая боль, причинял ее себе все сильнее и сильнее, отчего не мог себя контролировать. Мия, пытаясь подбодрить и отвлечь брата, делала только хуже не только ему, но и себе. Аарон превращает всю накопившуюся боль в злобу и решает выплеснуть ее на самого близкого к нему человека, на свою сестру. Он решает поиграть с ней, запрятав ее любимую игрушку там, где, как он думал, она ее не найдет. Но Мие удается взобраться на крышу, где Аарон, не контролируя себя, случайно ее толкает. Не ходи, братец мой, по крутому бережку. Не топчи, братец мой, шелковую траву. Теодор находит свою дочь без чувств. Он решает закопать ее бездыханное тело на заднем дворе, а сына своего запереть в подвале, чтобы его не нашла полиция. Теодор начинает расклеивать по городу листовки о пропаже его детей, чтобы отвести от себя подозрения, в то время как его сын заперт за тяжкой ношей своего отца. А подвал – это и спасение, и наказание. Эта история настолько проста, насколько и трагична. Единственный вопрос, на который не осталось ответа, это что стало с соседом и его домом после первых 2 актов. Да и не такие уж это и значимые вопросы. Скорее всего, после того, как соседский мальчик Ник выбрался из заточения подвала, он рассказал все полиции, которая в свою очередь вызволила из плена Аарона, а Теодора отправили в тюрьму. Народ же, прознав про то, какие ужасы вытворял их сосед, сожгли дом дотла, чтобы память об этой трагедии навсегда улетучилась вместе с пеплом. Hello Neighbor очень разнообразная франшиза. У нее есть и однопользовательские игры, и мультиплеер, и VR, в которые я никогда в жизни не поиграю, и клон Scrap Mechanic, и клон Day by Daylight, и книги, и комиксы, и настольные игры, и даже мультсериал скоро должен выйти. Не хватает только... у меня появилась идея. Пс, Алекс, ты же хочешь бабла срубить? Я знаю, что хочешь. Как тебе идея сделать фильм по Hello Neighbor? А что, у твоих коллег уже у каждого по фильму, а ты все с мультиками да игрушечками балуешься. Не-не-не, не подумайте, я не сумасшедший. Я вот что предлагаю. Не надо ничего нового придумать. Просто взять старую историю и рассказать ее в виде фильма. Забыть про все эти мультяшные стили, воронов и тому прочее. Только первая часть, только серьезный фильм. Да чтобы атмосфера была пугающей и в соответствии с оригиналом, чтобы имелось. Да я сам вам могу сценарий написать, ведь об игре никто лучше не расскажет, чем ее фанаты. Хотелось бы верить, что разработчики заметят это, но не будут забирать чужие фразы. И хоть многие уходят из фандома игры, считая, что игра полностью скатилась, я буду помнить все те эмоции, что подарила эта игра. Она просто стала частью меня. И я буду помнить и любить ту историю, которую она мне рассказала. Даже несмотря на то, что последние игры очень криво пытаются потакать сюжету из книг. Но об этом как-нибудь в другой раз.